Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Итак, друзья, 20 марта – это время перемен. Дело в том, что 20 марта ожидаем мы весеннее равноденствие. И это одно, наверное, из уникальнейших явлений природы. Поэтому с 20 по 23 марта наступает время достаточно мощных и сильных энергий. Равноденствие – один из самых благоприятных моментов для восстановления внутренних ресурсов и очищения. Обращаем ваше внимание, что именно 20 марта в 18 часов 34 минуты по московскому времени это точка перехода и обновления солнечного цикла. У наших предков день весеннего равноденствия ассоциировался с приходом весны и с теплом. И в этом 2022 году весеннее равноденствие наступит 20 марта. Этот день принесет нам новые возможности. Это произойдет завершение сложных, иногда даже непростых ситуаций, а также у многих людей появятся возможности. Сам день энергетически очень мощный, и он дает заряд творческого потенциала и силы для воплощения самых смелых целей. Уже буквально со следующего дня будет заметно, как световой день становится все длиннее и длиннее, а ночь укорачивается. Огромное количество солнечной энергии спускается на Землю до 23 марта, где-то с 19, 20 и по 23 марта. И вот это называется вратами космического изобилия. Как говорится, что и посеете, то и пожнете. И все, что сейчас мы будем отдавать в этот мир, то и вернется к нам приумноженным. Помните об этом. И если мы с вами сеем семена процветания, делаем добрые дела, проводим встречи, обсуждаем проекты, запускаем желания, значит, то мы и получим. Помним про ключ 2022 года. Это знание и информация. И мы с вами на пороге перемен. Да, потребуется каждому из нас новые знания, навыки, компетенции. Поэтому обучайтесь сами и обучайте других. В это время столько света и энергии спускается с неба, поэтому, пожалуйста, постарайтесь соединиться с природными ритмами. Поэтому во время весеннего равноденствия вы можете восстановиться, обновиться, дать жизнь новым идеям, новым проектам, укрепить отношения и связи между людьми, а также получить знания, которые помогут изменить вашу жизнь. Ну а для внутреннего баланса заполните эти дни ароматами, звуками и, конечно же, постарайтесь быть ближе к природе, потому что это дает вам силы. Обращаем ваше внимание, что традиционно на весеннее равноденствие наши предки совершали определенные ритуалы, обряды, практики. Этот день начинает увеличиваться, а с этим и увеличивается все, что мы посеем и запланируем в это время. Все энергии, с которыми вы войдете в новый период, мы делаем на этом акцент, и при этом достаточно сильный акцент. Они умножаются и расширяются. Поэтому взгляните в свое сердце и дайте ему радость и любовь. А это также приумножится и расширится. Что может дать нам день возрождения всего живого? В этот день даже люди, которые погрязли в унынии, которые утратили веру и надежду, могут исправить то, что им мешает. В этот день можно отвести от себя любую беду. Также в этот день вы можете ощутить и получить поддержку своего рода. Издревле даже существует поверье, что если проснуться утром в день равноденствия, то можно увидеть играющее солнце и наполниться тем самым энергией, солнечной энергией на целый год. В этот день вы можете начать жить с чистого листа и, что немаловажно, заложить фундамент счастливого будущего. Поскольку весеннее равноденствие является временем новых начинаний, это наилучший день для того, чтобы дать толчок своим идеям. Белая дорога как раз проводится на день весеннего равноденствия. Она как раз для тех, кто также чувствует себя как выжатый лимон после зимы и хочет где-то перегрузиться и восстановить ресурс.
что ни в коем случае нельзя будет делать 20 марта в день весеннего равноденствия. Поддаваться негативным эмоциям, потому что таким образом вы привлекаете в свою жизнь не радость, не любовь, а наоборот злость, ненависть и негатив. Поскольку этот день несет мощный энергетический заряд, то запомните на 20-21 марта поговорку «как встретите, так и проведете». Старайтесь не поддаваться тоске, унынию, не завидовать и не раздражаться на окружающих. Да, сейчас тяжелое время для многих людей, но благодаря этому времени мы с вами перестраиваемся, мы осознаем и понимаем, что мы делали на этом этапе правильно или неправильно. Многим людям приходит осознание и понимание того, что это было неправильно. Что же можно делать в день равноденствия? Настраивайтесь на удачу. Думайте о том, как много хорошего ждет вас впереди, и того, что вы ждете сами, и того, что приготовила вам Вселенная. Настройтесь на то, что все будет хорошо, все будет прекрасно. Запомните это состояние и постарайтесь возвращаться к нему в сложные дни в течение целого года. Также день весеннего равноденствия считается и магическим временем, и наши предки считали, что гадать следовало уже после захода солнца. В течение дня наши предки пекли сладости, пряники, печенье, и в тесто клали обязательно разные предметы. А к вечеру уже угощали ими девушек и молодых женщин. В зависимости от того, какой предмет доставался девушке в угощении, толковали, к чему ей готовиться в будущем году. Что очень важно сделать в этот день? Давайте строить планы. Сейте семена только позитивных перемен. Наполнитесь вдохновением и здоровьем, с душевной гармонией и материальным процветанием. Весна, помните, это время обновления природы, и нам с вами хорошо обновить энергетику, наполниться силами и уверенностью в этом году. Постарайтесь заглянуть в свое сердце, есть там любовь и благодарность. Это расширится с энергией Солнца. Ваши мысли и чувства усиливаются многократно и влияют на жизнь. Ну а чтобы планы, мечты и желания создались и материализовались, очистите пространство. Дайте место новому и избавьтесь от всего старого. Хорошо, если вы в этот день избавитесь от ограничивающих убеждений. Хорошо также очистить дом от старых и ненужных вещей. Хорошо очистите энергетику дома с помощью соли, насыпав вечером в углы дома, и утром уже 21-го выметите и выбросите такую соль. С помощью свечи тоже вы можете провести очищение огнем, заходя или подходя к каждому углу в своем доме. Вы можете прописать планы и приготовить карту желаний. Очень важно, чтобы вы сонастраивались с природными стихиями в эти дни, в дни солнцестояния и в дни равноденствий. Сонастраиваться значит приобщаться к вибрациям природы. Если вы хотите гармонизировать свои стихии, используйте этот волшебный день. Например, пройдитесь босиком по земле. Это наполнит вас энергией земли. Вы можете поплавать в водоеме, это наполнит и соединит вас с энергией воды. Сонастройте стихию дерева, вы можете пообщаться с деревьями и цветами. И что же нужно сделать обязательно в этот день? Во-первых, напишите, проговаривайте себе в этот день следующие слова. Весна приносит мне радость и тепло. Посадите семена. Если погодные условия не позволяют сделать это на улице, вы можете посадить семена в горшке. Конечно, важно потом посаженные семена поливать и взращивать. А когда будете закапывать в землю семена, скажите: сажая счастье, удачу, любовь. Да будет так. Постарайтесь носить в этот день что-то желтого цвета. Это могут быть предметы одежды, это может быть обувь, аксессуар. Можете положить в карман желтый предмет или на руку навязать желтую ниточку. Очень благоприятно испечь и фигурки птичек. Сейчас везде продается готовое тесто, поэтому, наверное, будет многим несложно. Готовые фигурки подбрасываете вверх и ловите. Таким образом вы сможете привлечь счастье, достаток и благополучие в свою жизнь.
Также 20 и 21 марта обязательно найдите время, чтобы поработать со своими целями. В сильнейший день вы можете задать очень мощный задел на реализацию цели, потому что этот день невероятно мощный и сильный для всего того, что вы хотите созидать и приумножать в своей жизни. Друзья, вот такой у нас с вами волшебный и магический день 20 марта. Мы надеемся, вы используете его себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами уже услышимся в следующем видео.